Давно Лена не была у матери, а тут и выходные длинные, и что-то, как ни странно, тянуло ее домой. Хоть особо и не любила туда ездить, но, повинуясь какому-то непонятному чувству, собралась и поехала. И вот, когда мама ей открыла дверь, Лена вместо приветствия увидела недовольное лицо мамы, которая молча пропустила ее в квартиру. «Мама, ты не рада? Я же не жить тебе приехала, не насовсем». «Ой, Лена, как же так? Ты почему не предупредила-то? Как же все не вовремя?» «Что не вовремя, мам? Мы 2 года не виделись. Я приехала в гости, а ты не рада». «Да Настя тут учудила. Беременная сестра у тебя, Лена. Как же это все не вовремя? Мы в больницу собрались ехать, а тут ты. Ты проходи, дочь, мы к вечеру вернемся. Разберешься, поди, что тут и как. Насть, ты готова? Давай быстрее, скоро машина приедет». «Вы к доктору на прием? Сразу пусть на учет становится. Срок-то какой, Насть?» «Да какая разница, какой срок? Главное, что еще не поздно все исправить. Но какой сейчас ребенок? Не время сейчас. Насть, ну ты долго там. Шевелись давай, хватит слезы лить». «Мам, я не поняла. Ты что, опять? Тебе меня мало было? Что ты собралась исправлять? Раньше надо было думать, да детей как следует воспитывать, а сейчас нечего уже исправлять. Тебе одного раза не хватило? Ты снова за свое? Ладно я, там время немного другое было. А сейчас-то что не так? Знаешь, мама, я не ожидала от тебя такого. Я не позволю сломать жизнь Насте, так и знай». Затем повернулась к сестре. «Не реви, сестренка, прорвемся. Собирайся давай, поедем на прием. Да не бойся ты, я тебя в обиду не дам». В машине Люба сидела, отвернувшись от дочек, которые о чем-то шептались. Вот надо же было Ленке приехать именно сейчас. Но приехала бы она на день позже, и все было бы по-другому. Она, Люба, уже договорилась с доктором. Сегодня бы уже все решилось, и не было бы этой нежелательной беременности. Так нет же, явилась. Обиженная, оскорбленная, посмотрите на нее, жизнь ей испортили. Живет, ни в чем не нуждается, профессия хорошая, квартира уже своя. Муж любит ее глупую, не муж, а золото. И дети уже взрослыми достались, самостоятельными, никаких пеленок, распашонок. А не вмешайся я тогда, что было бы? Родила бы в 16 лет, позор на весь городок, и ни профессии, ни денег, ничего бы этого не было. Сама на моей шее сидела, еще и ребенка грудного пришлось бы содержать. Да что детей теперь у Лены не будет, это, конечно, плохо. Хотя, если посмотреть, не все так однозначно, как кажется. Ой, девки вы, девки, сколько седины вы мне прибавили. Винила ли Любовь Ивановна себя в том, что сломала жизнь старшей дочери? Скорее нет, чем да. Нет, иногда случалось такое, что страшный зверь по имени Совесть все-таки посещал женщину и медленно, с особым занудством вгрызался в ее подсознание, вытаскивая наружу воспоминания о неприятных событиях, случившихся много лет назад. Но Люба быстро брала себя в руки, прятала эту совесть поглубже и каждый раз оправдывала свои поступки, убеждала сама себя в том, что не могла поступить по-другому. Когда Люба узнала, что ее старшая дочь, ее гордость, ее надежда, умудрилась забеременеть в 16 лет в выпускном классе, она просто рвала и метала. Да как же так-то? На носу экзамены, получение профессии, а тут ребенок. Как же это все не вовремя? Неужели и правду говорят о том, что дочь повторяет судьбу матери? Не бывать этому. Ее девочка обязательно получит профессию, выйдет замуж, а уж потом и дети пойдут. Не сейчас. Лишнее это, материнство в таком возрасте. И без Ленки хватает матерей-одиночек. Вон, Люба сама родила в 17 и ничего в жизни не видела. С отцом Лены не срослось, тянула дочку одна. Спасибо родителям,
помогли, чем смогли, но все мечты о красивой жизни рухнули. Договорившись с кем надо, особо не спрашивая мнения дочери, Люба силком повела Лену в больницу. Несовершеннолетняя, нечего с ней разговаривать. Натворила дел, а мать теперь расхлебывай. Долго Лена не могла прийти в себя, словно и не жила, так, существовала. Ходила в школу, ела, пила, что-то читала, писала, учила, а в голове было пусто. Закончила школу, поступила учиться, немного оттаяла, а мать простить не смогла. Уехала из дома за много километров, чтобы только реже видеть ее. Уже будучи студенткой, на очередном медосмотре доктор выявил проблемы по женской части. Последствия того, что заставила сделать мать. Сделали операцию, и уже после доктор сказал, что детей у Лены не будет. Никогда. Сколько слез пролила Лена в подушку, сколько разных мыслей пронеслось в ее голове. Позвонила матери, накричала на нее, высказала все, что накипело. Мать не признала вину, посчитала, что обвинения беспочвены, мол, 16 лет, не ребенок уже, раз такими делами заниматься научилась, головой думать надо было. Лена понимала, что мать по-своему права, что действительно надо было думать самой, но ведь и мать хороша. Никогда у них не было разговоров на эту тему, никто с ней не проводил беседы, никто не учил, не предостерегал. Мать в то время занималась своей личной жизнью, а дочь только путалась под ногами, мешала. Кто знает, если бы вовремя поговорила Люба с Леной, может, и не случилось бы все это. Да что теперь говорить, когда дело сделано, и ничего уже не вернуть. Лена не стремилась замуж. Что ей там делать? Детей не будет. А какому мужу нужна такая жена? Каждый рано или поздно захочет ребенка, которого Лена родить не сможет. Она просто жила, работала, помогала матери, у которой только недавно родилась Настя. Познакомилась с мужчиной, ничего серьезного, сначала просто общение, потом редкие встречи. Вдовец, старше ее на 10 лет, 2 детей, мальчишки. Лена никак не могла найти с ними общий язык. Чужие дети, не малыши, хотя они к ней тянулись. Она их тоже не отталкивала, но принять не могла. Они для нее чужие. Толя предлагал съехаться и жить вместе, но Лена считала, что рано. Все решил случай. Лена попала в больницу. Ничего серьезного, так, скорее, для профилактики. Анатолий исправно навещал ее, а однажды спросил, может ли он взять с собой мальчиков, они хотят ее увидеть. Лена внутренне поморщилась, еще этого ей не хватало, но вслух сказала, что можно. Мальчики с серьезным видом вошли в палату и тихонько встали в сторонке. Младший Федя, стесняясь, подошел к Лене и протянул ей рисунок, на котором была нарисована Лена, Толя, а в середине 2 детей, и корявым детским почерком выведены буквы «Выздоравливай, Лена». Что-то переломилось в душе у девушки. Обняв маленького Федю, она плакала и вдыхала этот чистый детский запах. Мальчишка смотрел на нее такими чистыми глазами, что, не выдержав, она заплакала еще сильнее. «Папа, Вова, ну что вы стоите? Не видите? Лена плачет. Ее успокаивать надо, а вы смеетесь. Лен, не плачь. Тебя врачи обижают? Да? Ты не бойся. Расскажи, и мы тебя спасем. А хочешь, мы ночью украдем тебя отсюда и спрячем». Лена и сама много раз задавала себе вопрос, что же случилось в тот день. Может, это рисунок так подействовал на нее, уставшую от больничных стен. Может, та трогательная нежность, исходящая от ребенка. А может, и что другое. А только отношение свое к детям она изменила и вскоре переехала жить к Анатолию. Нет, она не стала их любить, как собственных детей. Она не заменила им маму,
не вытеснила ее из их детской памяти. Она просто поняла, что это дети не чужие, это дети ее любимого человека и женщины, которой больше нет. Она постаралась стать для мальчишек другом, советником, наставником, и у нее это получилось. Пусть не сразу, но Лена приняла их такими, какие они есть. Было непросто, было тяжело, местами даже невыносимо. Много раз Лена готова была все бросить и уйти, ведь дети – это не только милые лица, красивые глаза и детский лепет. У них у каждого есть свой характер, свой внутренний мир, своя позиция, мнение, которое все дети считают единственно верным. Поженились Лена с Толей только через 3 года после того, как стали жить вместе. А сегодня Лене надо было действовать, спасать сестру. Хоть сейчас у Лены и все хорошо, но Настя не должна проходить этот путь. «Мам, давай так. Настя едет со мной и будет жить у нас. Документы из колледжа забираем и подаем в колледж по новому месту жительства. Никаких проблем. Ты извини, но с тобой я ее не оставлю. Вот родит, потом посмотрим, что делать дальше. Сейчас главное – здоровье ее и малыша. Настя, ты как? Согласна?» С сестрой тоже было немало проблем и забот. И вроде уже не малышка, 17 лет, почти 18, а все же ребенок, подросток со своими тараканами в голове. И ребенок этот чужой, незнакомый, несмотря на то, что родная сестра. Им приходилось буквально знакомиться заново, но ни Настя, ни Лена ни разу не пожалели о своем решении. Настя родила девочку, хоть и не без труда, но колледж закончила. А когда дочке было 3 года, она вышла замуж. В родной город Настя возвращаться не захотела, так же, как и Лена, только раз в пару лет навещает мать. Любовь Ивановна обижается на дочек и искренне не понимает, что же она сделала не так, где допустила ошибку, и почему ее девочки, ради которых она жила, так с ней холодны. Настя очень благодарна сестре за то, что та вовремя приехала и уберегла ее от этого поступка. Ведь не появись Лена в то утро на пороге дома, не родилась бы эта маленькая, замечательная девочка, которую и мама, и тетя любят без памяти. А Лена говорит, что по-другому и поступить не могла. Она сама прошла через все это, на своей шкуре ощутила все прелести бездетной жизни и просто не захотела, чтобы младшую сестру ждала такая же судьба. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.